Как же я счастлив, что решился превратить хобби в профессию с кредитной карты Тинькофф Платинум с лимитом до 700 тысяч рублей и льготным периодом до 120 дней. Оформите карту Тинькофф Платинум сейчас. А это ребеночек, да? Пассажир, вылетающий рейсом 61-67 в Оренбург. Выход на посадку изменен. Всем привет, это канал Слово Пацана. Меня зовут Рома, сокаявный как всегда Дима. И хочется начать выпуск как-то более задорно, но сейчас 5 утра, мы в аэропорту и прилетаем в регион, в котором мы были уже 2 раза. История, которую мы узнали, реально, на наш взгляд, какая-то особенная, и мы вылетаем туда. Если у вас возникли вопросы, Тут минус 12, если что. Холодно. всем говорят до свидания, хорошего дня. Мне говорят до свидания, осторожно, голову. Намутили тачку, выдвигаемся дальше в путь. 50 километров еще рулить, ну и денек. И история там вообще про девушку, молодую девушку, 19 лет. Не самое близкое место, и только вот свернули с трассы сразу слева. Это заброшенная старая ферма. Поселочек, село, не знаю, что это, деревня, я не понимаю. Но, в общем, населенный пункт, в котором мы едем, он маленький, удаленный. И именно здесь история, ради которой мы сорвались спонтанно, быстро прилетели, потому что нам кажется, что, действительно, то, что выходит за рамки такого, нормального, адекватного понимания. Почему мы вдруг так спонтанно и внезапно сорвались и прилетели сюда на эту историю? Мы реально только вчера просто взяли билеты срочно, сюда прилетели. Да потому что когда нам написала зрительница, и вот мы увидели это сообщение, она пишет, что девочка, 19 лет, фактически сама еще ребенок, уже с ребеночком. И вот в таких условиях живут, где, вообще находиться-то, по мне вообще как-то странно. То есть это реально история, которая требует срочного вмешательства, и где реально существует опасность. Как мы с вами встретились? Встретились. Мы до почты едем. Но мы это тут прилетели. Здравствуйте, Рома. Да. Дима. Что, вы дайте чай? Да не, спасибо. Давайте, чтобы нас времени не терять нам. Давайте. Вы прям в шоке от того, что вы нам написали от этой ситуации, я так понимаю. Поразило то, что я зашла, разулась. Во-первых, на полу там такие вот щели огромные. Угу. Вот. И у меня ноги прям буквально за 2-3 минуты так замерзли, а маленький ребенок на полу. Меня вот это честно удивило. Я говорю, где вы вообще спите? Как? Девочка Вика, она, ребенок еще. Я говорю, мама, да, я сама вроде как сама еще ребенок. Угу. Она сама еще испуганная, глаза вот так вот, как говорится, выпучила на меня, можно сказать. Правда, испугалась она очень. А вчера вот опять у них была проверка. Ей уже сказали, если в марте ситуация, ее поставили везде на учет, и если ситуация в марте не изменится, то ребенка заберут. Здорово. Здорово. Как житуха? О, привет. Давай, Петюля. А нам, думаешь, не холодно? Не холодно. Мы тоже тут с ума сошли. Там еще ребенок. У вас трое, да? А вы что, всей семьей нас смотрите, да, прям? Конечно. Помогите нам буханку эту продать. Продать буханку надо? Ее 2 месяца не можем продать. У нас наша иномарка сломалась, а вот это мы никак не можем продать. Ну ладно, что, поможем продать буханку. Давай поможем. Пускай, что нет.
мы зашли на территорию уже. Собака нам, по-моему, не рада. Это вход, да? Ну давайте заходите, а тут уже отсюда постучимся. Давайте просто это сейчас наш цель зайти пообщаться. Привет. Здравствуйте. Как жизнь? Нормально. Сколько тебе лет? 19. 19. Как тебя зовут? Вика. Вика? Меня Рома, очень приятно. Меня Дима. А мы можем куда-то, пройти пообщаться, чтобы не здесь, ни в этом, ни в коридоре? Да, конечно. А это ребеночек, да? Да. Только зашли в дом, вот прям только. И вот что сразу ввергло в такое просто недоумение. Я просто помню, я захожу, поворачиваю так голову налево, и там такая комнатка небольшая. И на полу, я даже не понял, там на чем, там на каких-то куртках, лежит ребеночек, спит. Просто на полу. Скажи, пожалуйста, вот то, что вы здесь живете, здесь ничего нет из мебели, это почему так? Потому что у нас ремонт, вот, а приобретение пока что новой мебели мама сказала, что не надо. То, что здесь вот, типа сперва обои наклеются, то, что типа там ванну, туалет делать, вот это вот все. А как давно уже без мебели живете? Месяц, наверное, уже 2. А до этого здесь? Ну, до этого, да, были, то есть и диван у нас был, получается, и кровати. А ты сама где спишь? Там, в комнате, на полу пока. Вот прям здесь спишь, да? А не холодно? А ребенок где спит обычно? Тоже так же? Нет, я ее в коляску кладу. Дальше мы стали общаться, стали так по сторонам поглядывать, смотреть. Я вижу, мебели практически нет, то есть пустой дом. В каком-то стадии, знаете, как будто вот просто вот оттуда съехали жильцы, новые заехали, или там оставили старые, вот что-то такое. То есть нет даже элементарных нормальных кроватей, какие-то матрасы лежат, обои содраны. Вот это вот, я такой, как вот Дима тоже, я помню, вот этот момент взглядом мне так раз, что тут такое? Вот, то есть это очень странные условия, и, конечно, не условия не для жизни явно. Слушай, а если честно, все же, сколько у вас здесь мебели нет? Я что-то не верю, честно говоря, что месяц. Честно сказать. Ну, чувствуется же, когда неправду говоришь. Полгода, может, даже чуть больше. А опека, когда пришла, что сказали? Ну, они просто посмотрели, сказали, типа, время до марта месяца, то, что, типа, чтобы все, короче, здесь обустроить. Я с мамой разговаривала, мама, вообще насчет того, чтобы, короче, типа, нас выгнать. Выгнать тебя и А почему? Ну, типа, то, что из-за меня приезжают все вот эти, и то, что могут забрать еще, то, что может коснуться ее детей. Твоих братьев и сестер? Братьев и сестер, потому что я самая старшая, они младшие. С мамой у нас разлад уже очень давно идет. Но я, как бы, можно сказать, лишний ребенок в семье. То есть одна единственная неродная дочка. То есть у меня отчим. Как бы мама, она все-таки, может, и любит меня, но она встает на сторону отчима. А вы с отчимом не очень отношения? Вообще никогда у нас не было хороших отношений. Вот знаете, мы приезжаем на разные истории. Очень часто бывает разведка, которая там в кадр не попадает. Всякое бывает. Вот, и каждый раз ловишься на мысли, вот ты заходишь в какое-то помещение, знакомишься с каким-то новым человеком, и какой он? Вот этот первый момент. Мне показалось, что она из тех, кто в обиду себя-то, в принципе, как бы и не даст. То, что если вдруг какие-то трудности будут с ней, то она будет бороться, стараться. Но, с другой стороны, она еще такая молоденькая, и сразу какая-то симпатия возникла, как к человеку. Вот я так смотрю на нее, думаю, хорошая девчонка. А вот вообще, почему она здесь? И... Беспомощность, знаешь, еще прослеживалась. Да, беспомощность есть. И ее ли это вообще вина, что вот она вот так
находится вот тут вот так с ребеночком, и как вообще быть? Капает, что там Ну капает? да, это вот у нас вот так вот, Капает? нет, отопление, это мы воду добавляем. Это из батареи выкапывает. А из батареи вот чтобы поменять вот эти трубы надо, котел поменять полностью, то есть там все абсолютно не нужно. Немножко в шоке. Я не знаю, мама, Типа я вообще не знаю. странно, да? Как-то ненормально как-то. А вот за сколько времени наполняется эта маленькая... Вот, Ну, за час, наверное. за час? А ночью тогда как? Расскажи мне. Ночью, мама встает, также я встаю, то есть, как бы, если кто встает, то это будет. А если не встает, то она как бы дальше протекает туда, в этот угол, и там... Протекает, да, потом мы вытираем, встаем. Вообще, что в жизни людей приводит к успеху? Я думаю, во многом это знание и стремление. Вот сейчас будет небольшой экскурс для вас, зрителей. Введение, кто не знает, в экономику. Это тоже знание. Вот, допустим, знаете вы, что такое в инвестировании голубые фишки? Что это значит? Дим, знаешь? Пока нет. Я раньше знал, потом забыл, сейчас опять знаю. Короче, это голубые фишки, это ликвидные акции крупных компаний, такие как, например, «Газпром». И сейчас есть возможность для вас получить акцию этой компании в Тинькофф Инвестициях. Но важно понимать, что их получат первые 1000 участников, поэтому нужно поторопиться. Для этого нужно выполнить одно условие. Нужно открыть брокерский счет в Тинькофф Инвестициях и ввести вот этот вот промокод в приложении. Но если у вас уже есть брокерский счет, и вы не совершали по нему сделок, то вы тоже можете принять участие. Знаешь, что мне нравится вообще в этой акции? Что это возможность начать инвестировать и возможность начать пользоваться и правильно пользоваться инструментами в инвестировании. И еще акция, надо сразу запомнить этот момент, что акция действует до 31 марта. Нужно успевать. А еще Тинькофф Инвестиции – это удобное мобильное приложение. Все понятно даже новичку. Пополнение счета с карт любых банков. Ввод и вывод денег со счета на карту мгновенно и без комиссии, и даже в валюте. Социальная сеть для инвесторов и трейдеров «Пульс», которая создана специально для вашего дохода. Кстати, реально удобная штука. Открытие ИИС и ежегодный налоговый вычет до 52 тысяч рублей. Переходите по ссылке в описании под этим роликом, открывайте брокерский счет в Тинькофф Инвестициях и забирайте свою акцию «Газпром» в подарок. Ссылка в описании. Что с доходом семьи вообще? Нормально есть? Папа работает, мама тоже работает, мама и пособие получает, и я пособие получаю, но все равно не хватает. Но я так понимаю, что чтобы сделать ремонт нормальный, не хватает. Вот нам делать только чисто одно отопление, мы вызывали газовика. Вот когда газовик проходил, смотрел, он сказал, что это обойдется около 100 тысяч. Вот. А риск того, что сейчас в этой ситуации у нее реально ребеночка заберут? Огромный. 100% могут забрать. То есть, если ничего сейчас Не сделает, да. А она ничего сделать не может? Она ничего не сделает. Сказали, говорит, ванну, туалет обязательно, чтобы ребенка было где купать. И как бы спальное место для ребенка, как я поняла. Люди не пьют, я спрашивала. А тут ситуация совсем другая. Я сама мама 3 детей, поэтому это вот дети только вот этот. У меня, говорю, я когда вышла из дома, от их дома, у меня муж говорит: Настя, ты что плачешь? Девушка Настя, которая нам написала, зрительница, она реально нам понравилась. В смысле, она нас тронула. Нас тронула она тем, что она действительно переживает за вот эту вот девчонку Вику, действительно искренне хочет ее поддержать и даже вообще не думает о каких-то, может быть, там, последствиях для себя, каких-то плохих еще. Она просто очень хочет это сделать. И это искренний, настоящий порыв. И так, в разговоре с ней, вообще на другую тему, она как-то обмолвилась, что вот у них стоит буханка, и
им реально нужны деньги, и буханку они эту продают, и пытаются продать уже давно, и как-то она встряла, и не получается ее продать. Что мы решили? Сейчас прям в моменте постараться привлечь все свои вообще ресурсы, которые есть. Это не вопрос дней, это вопрос часов. И постараться помочь им реализовать эту машину, чтобы, ну, эта история для них срослась в хорошую сторону. Чпок. Сейчас сзади сделаем. Грузим сейчас в наш телеграм, слово пацана, ниже будет ссылка, кстати, у нас есть телеграм. Грузим туда сейчас информацию, что срочно продаем здесь машину, буханку, и потом еще загрузим в инсту, и, в общем, собственно говоря... Короче, делаю все, что да, можно все, что можно в моменте, сейчас, чтобы продать. Чтобы продать. Хочется ее продать, помочь, реально. Ничего себе, какие люди, доброе утро. Доброе утро, у меня день вообще-то, Вадим, я в другом часовом поясе. Слушай, можешь помочь немножечко? Привет. Привет, чем? Слушай, можешь в сторис закинуть объявление? Мы тут срочно нужно буханку нам помочь людям продать. Хотел к тебе обратиться. Могу, конечно. Скинь мне всю информацию, я закину. Закинь прямо сейчас, пожалуйста. Спасибо тебе большое. Ага, давай, Вадим, на связи. Ага, пока. Друзья, внимание, срочная новость. Рома, слово пацана, сейчас продает тачку в Оренбурге. Какая-то у нее возможность что-то поменять, как вы считаете, есть? Вот вы с ней общаетесь? Нет. Что она? Она к ребенку привязана, она сейчас ничего не сможет сделать. Скажи, пожалуйста, лично ты, если не брать там твою маму, папу, там семью, лично ты, в чем нуждаешься? Ну, вообще у меня не получается никак снять квартиру, нигде. Ну хорошо, снять квартиру, а на что ты будешь ее там оплачивать и так далее? Ну, пособие у меня вроде как сейчас вот еще на одно пособие подала. Жду одобрения, не одобрения, это вот которое от 0 до 3 лет. Потом садик пойдет искать уже более такую работу. Ну, типа под график и все подстраивать. А кем бы хотела работать? Там не без разницы. Может, какое-то образование есть? Специальность? Я подавала в медицинское училище документы, вот, но я забрала документы оттуда по собственному желанию. Почему? Ну, во-первых, то, что забеременела. Ничего такого нет, типа дистанционного, и поэтому сказали то, что в любой момент мы тебя ждем обратно. Ну, так как я хорошо училась. Слушай, а то, что сейчас вот такая, трудная ситуация, какие мысли у тебя вообще, что делать дальше? Вообще думала пока что подождать, пока у меня Аришка в садик пойдет. У тебя деньги есть сейчас свои? Нет, ну вот я маму просила, она 2 дня с ней сидела, я ездила на подработку, мне должны скинуть. А сколько заработала за эти 2 дня? Да, 200. А так денежки сейчас нет, да, никакой? С одеждой для дочки есть проблемы какие-то? Этого нету, потому что я абсолютно все свою денежку, то есть старалась я абсолютно все покупать. Но я так понимаю, что если ты все тратишь, ты говоришь, на свою дочку, на себя что-то остается? Я не стараюсь на себя оставлять. Ну, то есть как бы мне-то ничего не надо. Ну, одежду, допустим, какую-нибудь. Ну, у меня есть, мне хватает. А действительно ей вот не нужно вообще ничего, как она говорит? Да, конечно, нужно. Она говорит так, потому что она просто стесняется. Она сама, я когда с ней разговаривала... Еще до нас. Да, еще до вас. Вот, как бы она говорила, что и одежды нету, и у нее, и у ребеночка. Я ей собирала как бы тоже какую-то одежду, давала. Давай, ты волнуется. Не волнуйся. Все хорошо, ты не переживай. Ты расскажи, как есть, о трудностях. Не переживай, ты рассказывай, правда. А вот вы с ней, общаясь уже какое-то время, наблюдая за ней, как мама она, как ее оцениваете? Мне кажется, она замечательная. Хоть и молоденькая она, да, как бы 19 лет, но мама, она хорошая. Она заботится о ребенке, это видно. Меня, кстати, реально вот все, что мы там видели в комнате, вот обои, потом еще какие-то элементы, там стульчик вот этот, коляска, это я купила, это я купила. Это твоя комната? Да.
А ты можешь показать, что здесь есть? Ну вот коляску, стульчик я покупала, по крайней мере, все на это. Сама на свои деньги? Да, на свои деньги все. Получается, у нас еще есть кроватка, которую я брала на Авито в разобранном виде, но мы ее убрали, потому что она в ней не спит. Кроватка есть все-таки, да? Да, но она разобранная получается. Я начала обустраивать комнату, начала все приобретать. Но тут мама начала, кричать, возникать и все остановила. Она против того, чтобы ты улучшала в том числе даже вот эту комнату, потому что она типа хочет сделать все сама, Да. но она как-то это мотивирует чем-то? Ну да, она говорит, не лезь, типа здесь живет наша семья, типа если что-то не нравится, собирай свою семью, съезжай, типа, а у нас ремонт типа будет делаться весной, А чем вообще увлекаешься по жизни? Вообще я увлекалась спортом, то есть у меня было очень много грамот и медалей. Спортом каким? Да, в основном волейбол и футбол. У меня 72 медали, 57 грамот. А сейчас все уже, да, пока со спортом? Да, сейчас пока, завязка. да. Алло. Добрый день. Добрый. Не продали еще буханку? Нет, вы из Оренбурга? Нет, я не из Оренбурга, я из Краснодара. Да. Алло. 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 Здравствуйте. Да, здравствуйте, добрый. А вы продали уже буханку? Нет, не продали, а вот как раз сейчас продаем. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы что покупаете буханку? Говорю, шутка или серьезно продаете? Нет, всерьез, вы просто тут нужно ее срочно продать. Алло. Если сейчас прям готова приехать, то можем поторговаться. Она прям на ходу, все хорошо с ней. Алло. Это насчет УАЗи готовы там? Да. А куда деньги отправить? Вы сейчас прям переведете деньги девушке, мы сделаем свое дело, потому что нам хочется ей помочь, потому что ей срочно нужно продать машину, это уже деньги нужны. То есть вы как бы ответственны потом, вот вы лично ответственны за эту отправку, все проблем? Да. Прямо сейчас, если отправите, будет хорошо. Она может к нам даже что подойдет. Да, хорошо, спасибо. Угу. Здравствуйте. 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 А Настя где? Сейчас. А у вас что-нибудь пришло? Пришло? Реально 115 тысяч пришло, да? Все, хорошо, значит, сделка совершена. Это не мы покупатели сейчас. Правда, я не ожидала, что так быстро. Только смотрите, важный момент. Эту машину вам нужно будет, там куда-то погрузить. Когда приедет эвакуатор, там, сделайте все, хорошо? Да, спасибо вам, можно? Как вы знаете, мы создали второй канал, и уже за неделю там более 200 тысяч подписчиков, за что вам огромное спасибо. И мы решили, что на втором канале мы ответим на ваши вопросы, на самые провокационные, на самые жесткие, пускай даже обвинения в наш адрес, без проблем вообще, или какие-то моменты, которые вам любопытны. В общем, присылайте нам свои вопросы, желательно, чтобы это были вопросы в видеоформате, то есть прям взяли телефон, записали вопрос, видео это нам отправили, как отправить, ниже под роликом будет инструкция, и мы выпустим ролик, где все расскажем и на это на все ответим. Также здесь за моей спиной вот такая вот штука. И опять же, это некая пасхалка. На втором канале я скоро расскажу, какой новый бизнес я затеял, как я его реализовываю, и что вообще это такое, и какое это имеет отношение к моему новому делу, которым я горю и занимаюсь. Все это будет на втором канале, поэтому подписывайтесь, там будет больше закадрового всего, там будет более интересно все. И там же, скорее всего, мы планируем показать несколько историй про то, как сложилась жизнь у героев наших роликов, которые мы снимали до этого. Вы давно спрашивали про это? Там это будет. Спойлер, не у всех все хорошо. В общем, ссылка на второй канал в описании. Подписывайтесь, переходите. Спасибо вам за поддержку. Давай так, сейчас мы с тобой прощаемся. Я вижу, что в твоих глазах вообще вот это вот непонимание вообще, кто мы, что мы, да? Это более чем естественно, я тебе могу сказать. Тут заявились, завалились в дом, ходят, вопросы задают, но нам захотелось с тобой познакомиться. Я думаю, что мы с тобой еще увидимся, вот. Ну, потому что, честно сказать, я тебе могу сказать свое мнение. Во-первых, лично у меня ты вызываешь симпатию как мама, а во-вторых, я чувствую, что ты совсем не виновата в том, что ты живешь в таких вот обстоятельствах, я скажу так. Изначально мы прилетели сюда
для того, чтобы, ну, посмотреть ситуацию, увидеть ее. Такая была разведка у нас запланирована, потому что есть опасность, она существует. Ребенка просто заберут, а потом как его возвращать, как это вообще все. То есть это просто реальная опасность. А мы вот сейчас улетаем, уже через пару часов у нас самолет, и поэтому прямо сейчас что-то рубить с плеча вот в этих 2 часах, которые остались, наверное, нет смысла, но мы планируем сюда однозначно вернуться прямо вот на днях, и в следующем выпуске вы увидите разрешение этой ситуации, завершение, я думаю, что хорошее этой истории. Поэтому колокольчик обязательно нажимайте, чтобы выпуск наш не пропустить. И, ну, конечно, подписочка уже на канал у вас быть должна. Такая вот история, которая ворвалась к нам на канал, о которой, наверное, ну, неправильно молчать, неправильно упускать ее из виду и неправильно здесь не действовать. Будем что-то придумывать. Я думаю, все будет хорошо. С надеждой на лучшее. Всем пока. Вон с маленьким ребеночком стоят, да. Эй, лялька, замерзла?